Вы ждали. Вы просили. Просили? Делаю. Сегодня я начинаю свой курс по языку программирования Java на моем канале. Я постараюсь сделать его максимально подробным. Советую смотреть все мои видео полностью. Иногда может казаться, что скучно, что тебе это не нужно, что ты это уже знаешь, но даже во многих, казалось бы, простых мелочах можно увидеть что-то новое, важное и полезное для себя, что поможет избежать ошибок в будущем и переосмыслить какую-то часть программирования в целом. Привет, меня зовут Денис. Начать эту серию видео я решил в качестве эксперимента, так что следующая часть выйдет только тогда, когда на этой наберется 80 лайков. Приятного просмотра. Я начну свое видео с вводного материала, в котором опишу скачивание и установку среды разработки, а также объяснение, почему та или иная IDE больше или меньше подходит для новичка. Если тебе это не интересно, то переходи по тайм-коду на экране, чтобы перейти сразу к обучению созданию проекта. Итак, для того, чтобы писать на Java, тебе понадобится среда разработки. Среда разработки для программиста — это как Word для обычного человека. То есть Word позволяет форматировать документы под общепринятые стандарты. А среда разработки позволяет форматировать код для того, чтобы ты мог быстрее и эффективнее его писать. А также чтобы у всех программистов он был примерно похож и читать чужой код было проще. Для новичка я советую использовать IntelliJ IDEA. Почему именно ее, а не Eclipse и не, например, Vim? Все просто. IntelliJ IDEA проста в использовании, легко настраивается и подходит для новичка просто идеально, на мой взгляд. Некоторые мне скажут, но как же так? Она ведь платная. Нет, почти все продукты компании JetBrains, коим и является, собственно, IntelliJ, имеют комьюнити-версию, которая абсолютно бесплатна для всех и идеально подходит для начала. Давай я покажу, как ее установить. Для этого достаточно просто написать в поисковике IntelliJ IDEA и перейти по первой ссылке на сайт jetbrains.com. И на открывшемся сайте нажать «Скачать». Тут мы выбираем Community Edition вот тут вот справа. И теперь достаточно пройти быструю элементарную установку, как у любой другой программы. Когда мы уже в IntelliJ, нам необходимо создать проект. Проект обычно это одна программа, то есть, например, ты пишешь несколько программ одновременно. Discord-бота, приложение для Android и плагин для Minecraft. И вот каждая программа это отдельный проект. Итак, для того, чтобы создать проект, который будет храниться у тебя на компе, надо нажать New Project. Далее в меню слева выбрать также New Project. В самом верхнем поле нужно написать имя проекта, оно может быть любым, а остальное можно оставить как на видео. Пока не важно, что это все за настройки. В будущем мы обговорим некоторые из них. Далее нажимаем кнопку Create. Итак, вот мы создали проект. Давай разбираться, что у нас тут вообще на экране. Пока что нас волнуют две части. Да и, собственно, сам проект, по сути, состоит из двух частей. Первая — это файловая структура проекта. Она находится слева. То, что нас сейчас волнует, это папка с названием нашего проекта. Именно в ней мы будем работать 90% времени. Чтобы ее открыть, необходимо нажать стрелочку вот тут вот слева от нее. И в целом вообще любое взаимодействие с папками в этом, так скажем, файловом менеджере интуитивно понятно. И я думаю, никаких проблем с пониманием быть не должно. Например, давай создадим наш первый файл, в котором мы будем писать код. Для этого в папке с нашим проектом выберем папку src, нажмем по ней правой кнопкой мыши, в открывшемся меню выберем New и затем Java Class. Вот тут надо написать имя нашего файла, я назову его main и нажмем Enter. И вот тут мы переходим уже во вторую интересную нам часть IDE. Это область кода, которая у нас, собственно, открылась. Именно здесь мы будем писать код. Для того, чтобы начать это делать, нам необходимо написать структуру, о значении которой ты пока можешь не задумываться. Итак, пишем public static void main, затем открываем круглые скобки, пишем внутри string квадратные скобки args и после них ставим фигурные скобки. Именно внутри этих фигурных скобок мы и будем писать весь наш код. Если ты напишешь этот код вне этих скобок, то он работать не будет. При написании программ среда разработки, в которой мы находимся, дает возможность запускать код, который мы напишем в будущем. Для этого вот здесь слева нужно нажать на зеленый треугольник, выбрать run main.main. Как видишь, сразу появляется окно или же консоль, но в нее ничего не вывелось, потому что мы, собственно, ничего не написали. И среда разработки в конце вывела нам process finished with exit code 0. Это значит, что наша программа запустилась и была выполнена без ошибок. Если бы были ошибки, то вместо нуля был бы код этой самой ошибки. Прежде чем приступить к самому коду, я дам тебе небольшой совет. Увеличивай код, потому что в самом начале ты будешь писать всего несколько строк кода, то есть коротенькие программки, поэтому будет куча неиспользованного пространства на экране. Так почему бы не приблизить код, тем самым улучшив его читаемость?
К сожалению, по стандарту эта настройка выключена. Чтобы ее включить, перейдем в файл, Settings и в поиске напишем Wheel. И увидим настройку, которую IntelliJ нам выделила. Ее включение позволит увеличивать код посредством нажатия Ctrl и затем просто крутить колесико мыши. Как видишь, очень удобно. На этом же с настройкой и установкой IDE у нас все. В следующем выпуске мы приступим к непосредственно написанию кода. Ну а на этом пока все. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте про то, что следующее видео выйдет, когда на этом будет 80 лайков. Удачи!